Столкновение эсминца USS Fitzgerald и контейнеровоза МВ Акс Кристал. Эсминец Fitzgerald класса «Разрушитель» построен на заводе Bath Iron Works в штате Мэн, США. Корабль был введен в эксплуатацию ВМС США 14 октября 1995 года. С сентября 2004 года эсминец Fitzgerald работал с американской базы в Японии в составе 15-й эскадрильи эсминцев, входящей в состав Carrier Strike Group 5 подразделения 7-го флота США. Акс Кристал – контейнеровоз, принадлежащий компании Olympic Steamship Panama, построенный в Чонгване, Южная Корея. Корабль был введен в эксплуатацию в августе 2008 года. Акс Кристал использовался для дочерней компании Nick Line на морских маршрутах между Японией, Вьетнамом и Таиландом. 17 июня 2017 года эсминец ВМС США Fitzgerald столкнулся с контейнеровозом МВ Акс Кристал, плавающим под флагом Филиппин, примерно в 80 морских милях, 150 километров, к юго-западу от Токио, Япония, 10 морских миль, 19 километров, к юго-востоку от города Симада, на материковой части Японии Хансю. В результате аварии погибли 7 моряков эсминца USS Fitzgerald. Их тела были извлечены из затопленных причальных отсеков корабля. По крайней мере, еще 3 члена экипажа были ранены, в том числе командир корабля Брайс Бенсон. Всего на судне было около 300 человек. 2 старших офицера и старший матрос были освобождены от должности, и им были предъявлены уголовные обвинения, которые позже были сняты. Около десятка других моряков понесут внесудебное наказание. А владельцы торгового судна МВ Акс Кристал согласились выплатить ВМС США компенсацию в размере $27 миллионов. В докладе о столкновении, опубликованном 1 ноября 2017 года, ВМС описали эсминца USS Fitzgerald, курс за полчаса до столкновения со скоростью 20 узлов, 37 км в час. Около 1 часа 17 минут эсминец Fitzgerald, сотрудник ДЭК, ответственный за курс судна и маневрирование, недооценил ход контейнеровоза Акс Кристал. В 1 час 25 минут лейтенант Сара Коппак заметила приближение контейнеровоза Кристал Акс и приказала повернуть направо и пройти за Кристаллом Акс, но затем отменила приказ. Вместо этого она приказала увеличить скорость и быстро повернуть налево, левый порт, чтобы обогнать контейнеровоз Акс Кристал, но эти приказы не были выполнены. В 1 час 29 минут вахтенный помощник боцмана, старший надзиратель на мостике, взял на себя штурвал и выполнил приказы. Военно-морской флот не сообщил, что это были за приказы и что произошло на мосту после столкновения в 1 час 30 минут. Среди других недостатков ВМФ заявляет, что обязанности по физическому наблюдению не выполнялись с правого борта, к которому приближались контейнеровоз Акс Кристал и 2 других корабля. В результате столкновения поврежден эсминец Fitzgerald правый борт, правая сторона, в том числе большие повреждения у киля в корпусе ниже ватерлинии. По словам командующего 7-го флота США, вице-адмирала Джозефа Аукойна. Луковица контейнеровоза пробила корпус эсминца ниже ватерлинии, затопив морской водой машинное отделение, радиорубку и 2 места стоянки экипажа. По словам Аукойна, столкновение также разрушило капитанскую каюту. Команда эсминец Fitzgerald в течение нескольких часов контролировала повреждения, чтобы корабль не затонул. Старший офицер принял на себя командование, когда эсминец вернулся в порт с помощью буксиров, эсминца USS Dewey и береговой охраны Японии. Береговая охрана Японии и морские силы самообороны Японии участвовали в поисково-спасательных операциях, включая эвакуацию.
Американские и японские расследования начали выяснять причину столкновения. Сообщили о 7 погибших. Все они моряки ВМС США на борту эсминца «Фиджеральд», 3 других моряков на борту «Фиджеральд» были ранены, в том числе командир Брайс Бенсон. 11 июля Бенсон был временно отстранен от командования капитаном Джеффри Беннетом, командиром 15-й эскадрильи эсминцев, в то время как Бенсон выздоравливал от травм, полученных в результате столкновения. Командир Джон Фэй временно назначенный и исполнял обязанности командира эсминца «Фиджеральд». Время столкновения сначала было неясным, но в последующие дни после столкновения было принято время 1 час 30 минут. 19 июня, 2 дня после столкновения, Япония береговой охраны и Ниппан Юсон. Акс Кристалл оператор сказал после дальнейшего расследования, столкновение было примерно 1 час 30 минут. В это время контейнеровоз Акс Кристалл совершил внезапный поворот, согласно данным автоматической системы идентификации. Корабли ВМС США часто отключают свои АИС для сохранения оперативной безопасности. ВМС США первоначально заявили, что событие произошло в 2 часа 20 минут, когда данные АИС показали, что грузовой корабль вернулся в тот же район, где он повернул ранее, и за 5 минут до этого события было сообщено береговой охране Японии от Акс Кристалл в 2 часа 25 минут. В тот же день ВМС США заявили, что все аспекты этого инцидента расследуются, и отказались комментировать несоответствие. 20 июня ВМС сказал, что это не обсуждаю японской береговой охраны и контейнеровоз Акс Кристалл хронологию капитана, добавив позже, что флот не будет вновь комментировать время столкновения, пока после его расследования был полным. В отчете ВМФ от 1 ноября время столкновения указано как 1 час 30 минут 34 секунды. Было высказано предположение, что с одной стороны, поскольку удар был нанесен по правому борту «Фиджеральд», могла возникнуть ситуация перехода, когда морские правила требовали, чтобы «Фиджеральд» уступил дорогу. Но с другой стороны, если судно обгоняет Акс Кристалл, судно «Кристалл» обязано держаться подальше. Точно так же было признано, что другие неизвестные факты, такие как присутствие других судов в непосредственной близости, могли повлиять на обязательства каждого судна. После удара в «Фиджеральд» судно Акс Кристалл продолжал движение по курсу в течение 30 минут, а затем вернулся на место столкновения. После этого он вернулся к своему первоначальному курсу. Следователи пытаются понять, почему экипаж «Фиджеральд» и сенсорные системы, похоже, не обнаружили Акс Кристалл вовремя, чтобы избежать инцидента. Капитан Акс Кристалл в отчете для владельца судна, увиденном Reuters, сказал, что «Фиджеральд» продолжал идти курсом на столкновение, несмотря на то, что Акс Кристалл сигнализировал мигалками о неминуемой опасности. В ВМС США не стали комментировать сообщение. В конце августа 2017 года сообщалось, что эсминец будет доставлен тяжелым судном Доквиса МВ Трансилв на верфь Huntington Ingalls Industries в Паскагуле. 28 ноября 2017 года эсминец получил дополнительные повреждения в результате 2 проколов в корпусе во время погрузки на Траншольф. После ремонта 3 февраля 2020 года эсминец «Фиджеральд» покинул верфь Паскагула для ходовых испытаний, направленных на тестирование всех судовых систем. Планировалось, что после этих ходовых испытаний «Фиджеральд» вернется на верфь, чтобы исправить оставшиеся проблемы, а затем приступит к обучению экипажа в рамках подготовки к возвращению на действительную службу. В течение дня после столкновения ВМС США, Береговая охрана США, Береговая охрана Японии, Совет по безопасности транспорта Японии и страховщики Акс Кристалл начали расследование. ВМС США провели внутреннее расследование операций своих экипажей под руководством контр-адмирала Брайана Форта, бывшего командующего Гонсалесом
и нынешнего командующего регионом ВМС Гавайи и командующего надводной группой ВМС средней части Тихого океана. Береговая охрана США и Японии расследовали причину аварии. 22 июня японские следователи заявили, что у них есть регистратор данных грузового судна. По предварительным данным, авария была вызвана многочисленными ошибками экипажа эсминца Фиджеральд и бездействием в течение нескольких минут, предшествовавших столкновению, сообщили CNN два неназванных представителя Министерства обороны США. Официальный представитель ВМС США официально заявил, что поскольку военный корабль обладает суверенной неприкосновенностью, ВМС США не позволит членам экипажа Фиджеральд давать интервью официальным лицам из других стран. Вместо этого ожидается, что береговая охрана США предоставит сводки Совету по безопасности на транспорте Японии, который поделится ими с местными следователями. 17 августа 2017 года заместитель начальника управления военно-морских операций адмирал Уильям Маран объявил, что командир Брайс Бенсон, старший офицер Шон Бэббит и старший старшина Брайс Болдуин будут освобождены от обязанностей на борту корабля, и около десятка других моряков получат внесудебное наказание. Маран заявил, что серьезные ошибки были допущены командой на мостике. Те, кто осуществлял наблюдение за безопасностью на борту мостика корабля, из-за которых они потеряли ситуационную осведомленность, что сделало невозможным избежать столкновения даже после того, как контейнеровоз уже было замечено. Бенсон был освобожден от службы на адмиральской мачте, проводимой вице-адмиралом Джозефом Маккойном, после чего Бенсону разрешили поехать в Соединенные Штаты, чтобы получить передовую медицинскую помощь в связи с травмой мозга, нанесенной столкновением. 16 января 2018 года ВМС объявили, что будут созваны слушания по рассмотрению возбуждения уголовного дела о неисполнении служебных обязанностей, повлекшем за собой смерть, опасность для судна и убийство по неосторожности против командира Брайса Бенсона и 3 младших офицеров, дежуривших во время столкновения. В отношении 4 дополнительных членов экипажа эсминца Фиджеральд продолжались внесудебные меры административного наказания. 8 мая 2018 года ВМС США начали судебное разбирательство в отношении 4 офицеров эсминца. Младший офицер ЛТЭК Сара Коппак признала себя виновной по одному уголовному обвинению в невыполнении служебных обязанностей, которое привело к гибели людей за ее роль в столкновении. Сара Коппак была офицером палубы, когда Фиджеральд столкнулся с Акс Кристал. Как часть соглашения о признании вины, Коппак была приговорена к письму с выговором и к 3 месяцам половины заработной платы. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что радар на борту корабля не работал должным образом в момент столкновения. В августе 2019 года адмирал Билл Галинис, курирующий проектирование кораблей ВМС США, сказал, что системы управления на основе сенсорных экранов были чрезмерно сложными, потому что судостроители не имели достаточных указаний относительно того, как они должны работать, поэтому моряки не были уверены, где можно найти ключевые индикаторы. Экран. Эта путаница способствовала столкновению. В августе 2019 года в окончательном отчете Японского совета по безопасности на транспорте был сделан вывод о том, что причиной аварии стала неполная радиолокационная информация на борту корабля ВМС США. После долгой судебной тяжбы в 2019 году ВМС сняли обвинения в убийстве и других преступлениях против командира корабля Брайса Бенсона. Исследования также показали, что контейнеровоз «Кристалл» работал на автопилоте незадолго до столкновения и не издавал звуковые сигналы и не пытался установить радиосвязь с судном Фиджеральд до столкновения. Дежурные офицеры «Кристалла» не предприняли достаточных шагов, чтобы обнаружить риск столкновения или попытаться избежать его.
Владельцы «Кристалла» согласились выплатить правительству США почти $27 миллионов в качестве компенсации за ущерб.